Всем привет! Сегодня у нас в гостях Роман Тухтаев и Громова Екатерина. Пару слов об этих людях, кто не знает. Роман начинал заниматься хореографией с 4 лет, также занимался актерским мастерством. В 2001 году пришел на первое занятие по рок-н-роллу и буги-вуги к Владимиру Ишимову. С тех пор танцы стали неотъемлемой частью его жизни. Принимал участие в большом количестве соревнований вместе с Алиной Постолит. Выиграл более 15 соревнований в категории юниоры. В том числе был чемпионом России и более 10 турниров в категории мейн-класс. Роман Тухтаев, благодарю, что согласился сегодня на нашу передачу прийти. И Екатерина Громова Екатерина. Танцор, преподаватель, тренер, а также призер и победитель множества соревнований в различных категориях. Танцует буги-вуги с 2014 года. Также танцует и преподает линди-хоп, соло-джаз. Танцы стали ее образом жизни. И сегодня они подготовили свои любимые видео, про которые сейчас мы будем смотреть их, и они будут рассказывать, почему эти видео стали их любимыми, что в них особенного они видят, как профессиональные танцоры, преподаватели, как и глазами, так сказать, мы сегодня посмотрим на эти видео по-новому. И прошу, давайте представьте свое первое видео, которое мы будем смотреть. Да, всем привет еще раз. Видео, которое мы будем смотреть, это Штутгарт 2017 года, чемпионат Европы. Одной прекрасной шведской пары, вы, наверное, ее знаете, а может и не знаете. Его зовут Понтус, ее зовут Сара. Раньше, кстати, эти ребята стояли в других парах, но вот так вот сложилась жизнь, что потом они попали в одну. Как мы будем действовать? Давайте посмотрим сначала видео целиком, а потом детально, или будем останавливаться? Да, покажи. Я, например, это видео не смотрела, да? Мне очень интересно, да. Ну, давайте посмотрим целиком, а потом тогда будем разбирать по частям. Ну, может быть, в процессе пару слов, почему это видео именно сегодня выбрал именно это видео. Ну, во-первых, это мои любимые танцоры, это моя любимая пара, которая танцует в категории Strictly. Им я просто неровно дышу, а во-вторых, там по ним можно четко описывать, как нужно танцевать, почему это круто, почему это здорово, как это нужно делать. А когда впервые вообще посмотрел это видео? Это видео? Я посмотрел это не видео соревнований, когда сидел за ними как раз. Мы тоже приезжали на соревнования, и вот мы этот финал смотрели. Вот почему он выбрал это видео. Классно. Можете оценить, насколько полные трибуны на подобного рода соревнованиях. Есть куда стремиться нашим соревнованиям в плане зрителей. Акустика в этом зале, она очень хорошего качества. То есть, вот, например, когда такое большое, такие большие трибуны. К сожалению, не знаю технических каких-то деталей, как они добиваются этого эффекта, но зрители там сидят по всему кругу, как вы можете заметить, и слышно достаточно хорошо всем, поэтому никаких проблем акустических. Окей. Ну так что, давайте теперь детально как-то мы посмотрим. По вопросам или у нас экспромт мы беседуем? Экспромт мы беседуем. Мы, как начинающие танцоры, вы профессионалы, мы что интересно спрашиваем, что вы считаете нужным сказать, говорите, комментируйте. Когда вы оцениваете на наших, там, допустим, соревнованиях танцоров нашего уровня или более высокого, то теперь мы видим топовую пару и хотели бы уточнить, что мы могли бы, какую технику у них могли бы забрать. Окей. Первое, что бросается в глаза, это даже не про технику, это про их спокойствие. Да? Начинает играть музыка, это финал чемпионата Европы, и люди абсолютно спокойно подходят друг к другу на интро, без каких-либо нервов. Видите, абсолютное спокойствие. Они абсолютно спокойно начинают танцевать, делают базовую фигуру. Дальше, что удивило всех в этом выступлении, я думаю, как и любителей, так и экспертов, и всех вообще танцоров, и весь мир, это их интересная акробатика, которую они сделали в первый квадрат. Это на моей памяти, может быть, раньше, конечно, кто-то такое исполнял, но вот с 2008 года, как я наблюдаю пристально за соревнованиями, я не видел такой акробатики, которая занимала бы 3 восьмерки, и которая настолько бы попала в музыкальную структуру, так как они ее исполнили. Это очень-очень круто. Можете посмотреть ее еще раз.
То есть они показали, какой уровень сразу же, да? Задали планку. Но физически, наверное, очень сложно, да, так сделать? Достаточно, я думаю. И координация там, и физика, да, все нужно? Да, дальше они перешли на дорожку, которая тоже попала. Да, причем, что интересно, они положили дорожку не в конец квадрата, они положили дорожку в середину квадрата, и казалось бы, что это немножко убивается структуры, но после этого они делают связку, закрывают квадрат и снова находятся в той самой структуре. Вот здесь надо Что остановиться. интересно, что они делают хайлайт, и вы можете услышать, что в этой песне есть акцент не только в счет 5, последнюю восьмерку у брейковой, но еще есть акцент в счет 7, и они не стоят, этот акцент, они не встали, как делают многие пары в счет 5, они достояли 6, 7, 8, не дотупили, простите за выражение, они дотанцевали, они отыграли слова, которые есть, с помощью там какого-то простого жеста, они там ударили себе по пятке, но тем не менее, да, это не должно быть что-то сложное, должно быть музыкальное, это очень музыкально. Что хочется сказать про их технику, они очень стабильны, то есть у них нету никаких изломов и изъянов, у них очень ровная дуга руки, вы можете обратить на это внимание, она абсолютно не трясется, у них очень одинаково пружинчатые ноги, при этом это не мешает их вверху быть спокойным и не мешает им двигаться, да, при том, что у них ноги делают отличный баунс, отличный ритм. Синхронно, да, делают? Да. Все мы, конечно, не без изъянов, и Понтус тоже, вы видите его кривую ногу на дорожке, ну что уж там далеко, да, не будем врать, что весь он такой идеальный, не бывает идеальных танцоров, как и людей. Нога действительно крутая кривая нога, но нет у нас правил, что она должна быть прямая, да, это что-то эстетически, я бы, наверное, ее выпрямил. Не факт, что я физически бы смог, но... Я все еще самое начало танца, поэтому я пока не смотрю на кривые ноги. Окей. Пошла еще одна акробатика. Интересно, что акробатика сама по себе, особенно вторая, да, первая, понятно, что это технически очень сложно, он там все время держит ее на весу, они меняют направление движения, все идет на контрбалансах, это сложно. Вторая акробатика достаточно легкая, но она очень интересная, необычная, ее редко встретишь, это не просто там, я взял партнершу и перевернул ее назад, или я взял ее, перевернул ее вперед, или я взял, сделал с ней там, я не знаю, что-то еще. Это сложная, составная, интересная связка, да, там с выходом, она выходила у нее между ног. Это интересно, музыкально и круто. Акробатика, у них с акробатикой все нормально, да? Вот так? Да, там очень крепкий мальчик. Ему, я думаю, несложно поднимать свою партнершу. Да, здесь вы видите адванс-фигуру. Кстати, это очень интересный момент, о котором сейчас говорят на судействе и о котором спорят танцоры. Вот как бы вы посчитали, вы же все-таки танцуете эти танцы, хайлайт это или адванс-фигура? Знаете ли вообще, что такое хайлайт? Ну, адванс-фигура, наверное, больше. Ну, хотя она выполнена... Ну, наверное, адванс-фигура я бы... До хайлайта не дотягивает, мне кажется, чуть-чуть. Здесь явно скорость, как бы... Явно скорость. Скорость точно есть. Окей. Я бы, наверное, тоже сказал, что это адванс-фигура. Но думаю, что 80% судей бы сказали вам, что это хайлайт. Вот не знаю, как Екатерина считает, но, в общем-то... Я бы это зашла за адванс-фигуру, которую пара адаптировала в музыку. И думаю, что нет, действительно не дотягивает до хайлайта какой-то мощной заготовки. Да, вы можете заметить, что в принципе их скорость и динамика не падает до самого конца танца. Это, наверное, самое важное, что должны судьи и зрители видеть в технике пары, что пара стабильна. Стабильно начинает, стабильно продолжает и стабильно заканчивает танец. То есть, если брать пару, которая в начале здесь, а в конце она вот здесь, то это хуже, чем пара, которая всегда вот здесь. Ну, понятно, что у него выносливости не хватает, как бы уже... Вот, потому что очень многие пары стартуют хорошо и здорово, это очень круто, но потом где-то к 40 секунде, к минуте после там дорожки ног уже нету, рук уже нету, поднимаются плечи, и все это выглядит не так здорово. В этом есть профессионализм, да, ребята до конца держат этот темп, эту планку, держат рамку и хорошо танцуют ногами.
практике. Ты сказал, хорошо танцуют ногами. Конкретно. Пару слов про шаг. Ну, опять-таки, как есть плюсы, так и есть и минусы. Начнем мы, конечно же, с плюсов, что действительно они стабильны, действительно они хорошо выражают счет 2-4-6. Да, это правильно, это здорово, это круто. Но, как у всех есть ошибки, особенно, ну, вы знаете, что мальчики смотрят на партнера, поэтому я за него начну сначала говорить. Он частенько пропускает счет 3 в трипл-степе, вы можете заметить, мы можем посмотреть еще раз с вами, как он исполняет фигуры. И вместо трипл-степа вы увидите, скорее всего, тач. Тач, степ и трипл, трипл, чич. Сейчас пройдет эта дорожка, мы еще посмотрим. Тач, трипл-степ. Тач, трипл-степ. Тач, трипл-степ. Да? Он делает это действительно ритмично, он делает акцент в 4, но при этом на 3 он всегда пропускает, возможно, там есть пару трипл-степов за весь танец, но вообще это считается ошибкой по бейсику, и за это должны сниматься балл. Если вы посмотрите на основной ход партнерши, и я заодно на него тоже посмотрю теперь наконец. Там тоже достаточное количество ошибок. Партнерша не делает баунс на счет 2, например, это очень явно видно. Стопа приходит плоская. У нее нога вылетает на счет 5 на поворотах. Обратный трипл-степ, это еще называют иногда. 5, да, можно заметить, что да, у нас принято в танцах, вы, естественно, об этом знаете, что стопы взаимозаменяемые на бейсике не через прыжок, а через то, что мы переносим вес. Да? Вот у нас идет работа в стопах. Соответственно, если мы видим перепрыжку, да, если одна стопа обгоняет другую, это называется, что вылетает коленка, и это ошибка по бейсику. Вот, это самое такое простое и банальное, что могут увидеть все, и что надо исправлять, чтобы быть лучше, чем они. Вот. Насчет ведения исследования. Наверное, если бы я судил эти соревнования, я поставил бы почти максимальный балл, потому что они очень хорошо танцуют через натяжение, у них постоянно видно контрбаланс в конце фигуры, видно момент ведения партнера на и, на раз партнерша бежит вперед. Если бы я судил, то я бы вряд ли снял этой паре какое-то количество баллов за ведение. Мне кажется, что это ведение близко к идеальному. Плюс вы можете обратить внимание на синхронность движений корпуса. Да, у них не бывает таких моментов, что партнера, например, раскрывает, что они теряют друг друга, что он дает плечо, что ее раскрывает на зрителя, чтобы она дала плечо. Они все время стабильно либо находятся в позиции друг на друга, либо они чуть-чуть раскрываются на зрителя, при этом все время остаются в хорошей позиции, в хорошем балансе, и это не бросается в глаза, это значит, что это очень хорошее ведение исследования. Плюс ко всему, помимо акробатики, этот танец вы могли заметить богат на интересные движения, которые они взяли из соло-джаза, да, достаточно интересные дорожки, это не что-то примитивное, там а-ля буди-бэк и буди-форвард, хотя даже некоторые топовые пары приходят к тому, что они исполняют буди-бэк и буди-форвард и делают за всю дорожку, иногда даже по 4 восьмерки. Мне кажется, это достаточно странным, несмотря даже если ты, ну, придется называть имена Нильса или Флоран, я их обожаю всей душой, но даже им не дает это право делать 4 восьмерки, буди-бэк, буди-форвард. Мне кажется, что это немножко не тот уровень. Да, в этом же случае они делают очень интересные движения из соло-джаза. Это смотреть интересно, они постоянно на них перемещаются, круто, меняют темп, меняют ритм, поэтому это смотреть клево и здорово. Была адванс-фигура, которую вы можете заметить, что, кстати, примечательно, удивительно и хорошо, что они, видно взаимодействие на этой фигуре. Нет такого, что а сейчас партнерша поднимает правую ногу, потому что она поднимает правую ногу, потому что я сейчас под нее полезу. Нет, они все делают на взаимодействие, видно момент взаимодействия, видно, почему она делает это движение, и оно исходит. Одно движение переходит в другое. То же самое. Очень логично. Все очень логично. Вообще, мне кажется, что этим славится шведская школа, что они прям с юниоров, если посмотреть их
так назовем, программы, да, понятно, что это не программы, но есть определенные заготовки, они построены очень логично. Если ты попытаешься их скопировать, то ты понимаешь, что у тебя, в принципе, один шаг выходит из другого. Нет такого, что, блин, мне очень неудобно, но мне очень надо сделать этот кик, или мне очень надо сделать этот кик, получается. У них очень логично, правильно построены вещи в плане строения фигур. Ну, может, теперь по вопросу, наверное, потому что все критерии я вроде как... Мне интересно, какая концовка. Вот они взяли и ушли, когда вроде бы там еще чуть-чуть песни. Это нормально вообще, что они как бы плюнули, ну, наконец, песни? Кстати, про концовку, кстати, они выиграли этот чемпионат на фасте. В итоге они проиграли, тогда выиграл Тома, второй был Сонра, третьим были ребята, но по фасту это было первое место. И я думаю, что самое большое влияние на судьи оказал именно этот трюк. Потому что когда был этот трюк, весь зал зааплодировал, все, кто сидели, там сидят и бальники, и... У меня тогда сразу же вопрос. Этот трюк был в самом начале. Насколько нужно продумать свою программу, свою импровизацию, да, чтобы у нас в начале была сложная фигура, или она должна быть в конце и по нарастающей из-за эмоциями зрителей? Знаете, тут два момента. Первый момент – это вопрос тактики, да, то есть смотря как выстраивает танец пары, как выстраивает тренер пары этот танец. Самая общепринятая, что ли, стандартная практика, когда пара танцует трюк сложный в начале, трюк сложный в конце и в середине остальную программу. Но это очень сильно зависит от музыки. Да? Иногда есть музыка, которая максимально нелогична, если ты в первый же квадрат засунешь этот сложный трюк, это ты его сделаешь, даже если он будет сделан чисто, этого момента не было в музыке. Тут, я не знаю, может это так совпало, может быть и не совпало, но они этим трюком попали, они попали тогда, когда он должен был быть логичным, именно поэтому, плюс он был супер сложным, это был вау-эффект на всех и на судей тоже. Этим трюком они попали в первое место. Вот, да, трюком попали в первое место, это точно, потому что на самом деле это правда так, в основном пары, когда ты едешь на соревнования, ты знаешь, куда примерно ты хочешь попасть, да, у тебя есть план минимум, план максимум. Ты знаешь, что, например, ты точно дойдешь до полуфинала. Естественно, ты до полуфинала не будешь показывать все свои самые классные элементы. И ты, чтобы пройти чуть дальше, чуть прыгнуть выше предыдущего, ты всегда оставляешь самую свою интересную вещь на тот тур, который ты боишься не пройти. Естественно, они не исполняли этот трюк все соревнования, сделали его. Это был вау-эффект, так как все мои машины, они не машины, а люди. Они получили свои первые места. Насчет того, что музыка еще не закончилась, они разошлись, мне кажется, что она наложена. Судя по тому, как он уверенно это делает, я думаю, что она наложена только всего. Я редко, наверное, я не видел такого, чтобы пары расходились, а музыка еще играла. Вот, конечно, ты примерно по своей усталости и офигелости, простите, чувствуешь, когда эти 1,5 минуты подходят к концу, но все обычно дотанцовывают, а потом уже расходятся. Супер, это все объясняет. Все, у меня вопросов больше нет. Понятно, что за 1,5 минуты в финале там нет ни секундочки отдохнуть. Даже на дорожке там какой-нибудь. Ну, это опять-таки вопрос стратегии. В основном пара отдыхает на дорожках. У меня вопросов нет. Предлагаю перейти к видео Екатерины. Да. Благодарю, Роман. Очень мне понравилось твое объяснение, обзор ролика. Просто шикарно. Я думаю, что мы с тобой еще будем не раз встречаться, если ты не против. Только за. Супер. Танцуйте. Сейчас посмотрим на следующую пару в целом, а не только на девочку, на партнершу. У меня 2 видео, так, где мне его найти. Они на самом деле абсолютно противоположные. Одно видео мне очень нравится технически, а про второе расскажу. Это всеми любимые, известные, прекрасные Торбьерн и Флора. Давайте посмотрим. Отборы? Да.
почему именно это видео? А вы же пишете звук, да? Да, пишется, говори. Мне это видео очень нравится технически. Здесь для меня Торбьерн раскрывается как танцор, потому что для всех Торбьерн, я беру пока просто его как такую ключевую фигуру историческую в буги-вуги, это как такая машина, которая фигачит трюки, сложные элементы, постоянно работает. Здесь это отборы, здесь нет никакой суперакробатики, каких-то сложных там кувырков, трюков и так далее. Здесь Торбьерн с Флорой просто очень красиво танцуют технику. У них очень быстрое перемещение, очень быстрые фигуры, все очень четко. То есть, если мы берем там видео, например, которые мы рассматривали только что, Понтус и Сара, да, там тоже очень хорошая техника, все очень красиво, ровно, но для меня вот это видео Торбьерн с Флорой почему-то, идеально. Мне очень нравится динамика. Они настолько одинаковые, настолько это длится от первой секунды до минуты 15, по-моему, если это отборы. Очень динамичные, быстрые фигуры, и мне кажется, это прям эталон, для меня это эталон. Плюс очень интересное взаимодействие, то есть они здесь танцуют только фигуры, по-моему, здесь была одна или две дорожки, и остальное там была какое-то между ними там спонтанная интерпретация, отыгрывание музыки, и, в общем, именно поэтому мне это видео очень нравится. К сожалению, вы, скорее всего, не найдете такую же динамику никогда в финале, потому что, если вы знаете, то темп в отборах он 50, в финале становится 52. Такую динамику донести до темпа 52 практически невозможно. Естественно, на темпе 50 у тебя есть время и возможность повыше поднять ножки, чуть успокоиться, подсесть, танцевать красиво. Поэтому, действительно, пары... Здесь отработала, в темпе. Да. Здесь 50 или 52? Здесь еще 50, да. Конечно, именно поэтому действительно у нас улучшается, да, показатель техники и выносливости. Также, наверное, играет эффект комплекции, да, то есть если мы берем Понтуса и Сару, все-таки у них очень большая разница в плане роста, да, и по весу, и действительно такой разницы очень сложно добиться, да, одинаковости, абсолютной одинаковости в ногах, и абсолютной одинаковости там, в рамочке. Здесь Торбьерн с Флорой, конечно, выигрывают, потому что они, не такая большая разница в росте и очень одинаковые линии. То есть если мы их остановим в процессе где-то на смене, то есть обратить внимание, насколько просто все идеально до каждого там градуса, просто одинаковый подъем ног, одинаковый выкат на опорной ноге, одинаковая рамочка, раскрытие корпусов, то есть, но это, я могу назвать, наверное, эталоном, но, к сожалению, такого добиться действительно очень сложно и не всегда возможно, то есть тут очень сильно влияет просто там физиология партнеров. Круто, что сильные пары знают хорошо свои сильные стороны, и они умеют их показать, да, то есть мы взяли совершенно кардинально две разные пары, и если мы говорим про Понтуса и Сары, да, действительно у них большая разница в росте, за счет этого может делать наверху вот эти длинные трюки, и для него это возможно, да, он никогда не сможет танцевать так одинаковую технику, да, потому что Катя правильно сказала, что это биометрия, ее никуда не денешь. Да, здесь другая картинка, то есть Торбьерн знает свои преимущества, в чем он хорош, и они эти преимущества показывают. То есть задача у пары каждой хорошо подчеркнуть то, что они хорошо умеют делать. Не стараться из велосипеда сделать слона, а просто сделать то, что они хорошо умеют, это приумножить и показать это на сцене. Это как в жизни, не надо делать, заниматься тем, что тебе не нравится, развивать то, что нравится, и тогда будет успех. А если делать то, что тяжело дается, зачем? Лучше пойти по меньшему сопротивлению, да, если какой-то есть в паре плюс, какое-то преимущество, надо его развивать, а которое сложно дается, его как-то скрывать. Конечно, надо стараться быть разносторонним, да,
все топовые танцоры и в мире, и в России, я знаю, что они занимаются разными танцами, они ходят и на свинговые танцы, и не на свинговые танцы. Если взять, например, Тома, наверное, вы знаете такого французского танцора, чемпиона мира, чемпиона Франции, они, например, в свое время увлекались сальсой, у них очень много движений из сальсы, очень много фигуры сальсы. Это здорово, что люди это делают, но все равно у тебя есть сильные и слабые стороны. На тренировке ты можешь развивать все, что тебе угодно, но приходить на сцену и на соревнования делать то, что тебе лучше получается. Если у тебя акробатическое прошлое, да, там поддержки, это твой конек, можно так сказать. Да, вот. конечно, поэтому можно каждая пара обучить своего партнера, и у вас будет. Я думаю, что в этом главная прелесть будет, что каждый может подчеркнуть что-то свое, что он хорошо умеет делать. Потому что, несмотря на то, что с каждым годом у нас становятся все более и более четкие критерии, это все более и более становится похожим на объективный, можно сказать, спорт, можно сказать, танец, это не суть важно, но что-то, на какое-то объективное соревнование. Но даже если взглянуть на эти критерии, очень много куда можно вильнуть, повернуть и станцевать, интерпретировать это по-своему. Да, очень многие пары, вы можете обратить внимание, что техника, многие спрашивают, почему пары танцуют в финале и танцуют настолько паршивую технику. Но ты же видишь, что они танцуют плохо технику. Ты же видишь, я отвечаю, что да, я вижу, что они танцуют плохо технику. Но чтобы выйти в этот финал, они до этого танцевали очень хорошо эту технику. Действительно, когда ты выходишь в финал, тебе много начинает прощать. Ты можешь сказать, что это мой стиль, я так лучше двигаюсь, еще что-то. Но до финала те же самые пары, будто и Торбьерн, бывало у него периоды, когда он и не выходил в финал, и когда он был за чертой тройки, да. Но чтобы туда попасть наверх, все в отборах всегда хорошо танцевали технику. По-другому ни с кем еще не случался. Ну вот на отборах мы обсудили, что и темп такой доступный, да, чтобы показать свою хорошую технику. Мы говорим про свои сильные стороны. А думаем ли мы о той паре, которая параллельно с нами выступает? Есть ли доля там секунды, чтобы побеспокоиться, не заденем ли мы рядом стоящих, танцующих ребят там, или, там, например, мы хотим лучше выступить, и увидели, что они сделали крутую поддержку и сами пошли на поддержку. Вот эффект присутствия другой пары. Пару слов скажи. Тут вопрос, как надо и как есть на самом деле. То есть, как надо, я вам сейчас всем расскажу. Надо, естественно, забыть, ты всегда один, даже если с тобой рядом 100 пар, да. У нас еще очень хорошо, что у нас всего 2, максимум 3 пары на танцполе. Почти на такой же площадке, на бальных танцах одновременно танцуют 100 пар. И если вы будете думать, как 95 или 96 сейчас сделала их очередное плие, то вряд ли у вас получится что-то очень хорошо. Но то же самое в буги, вы должны максимально абстрагироваться от того, что происходит рядом. Но, естественно, это... Есть момент тактики. Есть момент тактики, есть очень сложный момент, самый сложный для меня личный момент, когда ты слышишь, как поддерживает другую пару. Когда ты ничего, например, не делаешь, ты делаешь очередную свою фигуру, и ты слышишь, что резко в зале начали хлопать, и ты понимаешь, что это хлопает точно не тебе. И в этот момент очень сложно психологически через себя переступить и успокоиться. То есть самое важное, я считаю, всегда быть спокойным во время своего танца. Как бы тебе внутри не колбасило, не раздирало, всегда спокойный танец, лучше взрывного танца. Когда ты начинаешь взрывать, ты прыгаешь выше, чем ты можешь, ты делаешь чуть больше, чем на тренировке, но это далеко не всегда, точнее всегда не лучше, чем ты делаешь на тренировке. Суета появляется, наверное, да, какая-то. Вот, поэтому, конечно, максимально надо стараться абстрагироваться, но и как-то полюбиться публике, чтобы хлопали тебе, и тогда будет все. Или свой автобус с группой поддержки, да, говорить? Да. Или колонку громко включать с аплодисментами, да. Для меня, наверное, есть еще, тактический, наверное, момент, потому что, как мы уже обсуждали, да, у каждой пары есть свои сильные и слабые стороны, и когда, например, все уже достаточно хорошо друг друга знают, пары знают друг друга, и они знают, какая пара в чем сильна. И то есть, если ты понимаешь, что ты в заходе с парой, которая, условно сильна, например, в крутых соло-дорожках, а твои дорожки явно, не такие, да, но ты силен в акробатике. Скорее всего, ты не будешь мериться с ними дорожками, ты будешь показывать себя с другой стороны. То есть это для меня вот так работает. Мне кажется, это тоже один из критериев того, как ты строишь свой танец, когда ты уже знаешь, с кем ты будешь танцевать на площадке. Но я соглашусь с тем, что надо абстрагироваться, нужно спокойно танцевать и показывать, не прыгать выше головы, не прыгать выше, чем ты танцевал на тренировке, танцевать спокойно. Так, ну что, я думаю, на сегодня хватит. У нас очень много
комментариев, очень много разборов. Мне кажется, поделились такими секретами, которые даже на индивах они не раскрывали, но вот сейчас удалось нам эти секреты вытащить, так сказать, в игровой форме, в форме там обзора видео. Я думаю, что вы можете написать в комментариях, какие пары вам интересно вообще в будущем посмотреть, разобрать, вопросы конкретно к Роману, к Екатерине, что вам понравилось, что не понравилось, пишите в комментариях, и мы посмотрим, почитаем комментарии и потом сделаем, ну, какие-то, может быть, возьмем ваши пожелания и следующий выпуск сделаем уже с вашими какими-то видео специально. А так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, колокольчики, там все делайте, все, что нужно. И до новых встреч, танцуйте буги, ходите на занятия. Успехов, пока!